Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить аппетитные, сочные домашние котлеты из мясного фарша. У каждой хозяйки, безусловно, есть свой рецепт котлет, а я сегодня хочу поделиться с вами своим любимым рецептом. Поскольку фарш я всегда делаю сама, я буду готовить его много. Часть котлет я буду замораживать, поэтому для удобства я укажу в описании количество всех ингредиентов из расчета на 1 килограмм мяса. Итак, мне понадобится 500 граммов говядины, 500 граммов жирной свинины или 300 грамм свинины и 200 граммов сала. 300 граммов лука, 2 зубчика чеснока, 150 граммов белого хлеба, 200 мл молока, 20 грамм картофельного крахмала, соль и черный перец. Начну приготовление фарша с лука. Так как лук в котлеты я кладу не сырой, а пассерованный, поэтому я его нарезаю любыми произвольными кусочками. Можно кубиками или соломкой, это не имеет значения, так как потом я буду перемалывать его вместе с мясом на мясорубке. Не пугайтесь такого количества лука, у меня мясо 3 килограмма. Чеснок тоже измельчаю. Отправляю нарезанный лук в сковороду с разогретым растительным маслом и обжариваю его до того момента, пока он не станет мягче и не начнет золотиться. На это уйдет минут 15. В процессе жарки я накрываю сковороду крышкой, но не забываю периодически его помешивать. В конце приготовления добавляю в сковороду чеснок. Он немного пропарится и раскроет свой аромат. Ну вот, все готово. И сейчас лук нужно остудить до комнатной температуры. Теперь подготовлю хлеб. Я всегда беру для котлет белый хлеб. Срезаю с него корочку, а мякиш ломаю и заливаю молоком. Можно перемешать, чтобы хлеб равномерно впитал в себя все молоко. Дошла очередь до мяса. У меня сегодня вот такая говядина. Я зачистила мякоть от всех жил и нарезала на кусочки. Мякоть свинины у меня довольно постная, поэтому я добавила еще немного сала. У меня оно с мясной прорезью, можно взять чистое сало. Перекручиваю мясо на мясорубке и добавляю остывший лук. Основной залог вкусных и сочных котлет – это правильно выбранное мясо. Но если вы не едите свинину, то замените ее бараниной, а также можете добавить немного куриного мяса. Только старайтесь брать бедро, так как филе достаточно суховатое. Теперь отжимаю хлеб, но не сильно, и также перекручиваю его на мясорубке. Фарш готов. Теперь его нужно очень хорошо вымешать. У меня на канале есть рецепт очень вкусных котлет по-киевски. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Осталось добавить специи. Соль я добавляю примерно 18-20 граммов на килограмм мяса. Примерно пол чайной ложки молотого черного перца. Я больше никаких специй не добавляю, но вы можете добавить свои любимые. Я добавляю в фарш картофельный крахмал. Он задерживает соки внутри котлет, но можете заменить его картошкой, натертой на мелкой терке. Сейчас фарш нужно очень хорошо отбить и вымешать. Фарша довольно много, поэтому окончательно я его отобью, когда буду формировать котлеты.
У меня на канале есть рецепт домашних тефтелей в сливочном соусе. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Ставлю емкость с холодной водой, смачиваю в ней руки, отделяю часть фарша и начинаю его отбивать. Так получается гораздо эффективнее. Затем делаю вот такую плоскую лепешку, приподнимаю и защипываю края так, чтобы внутри осталась пустота. Когда котлета начнет жариться, то сок, который будет выделяться при жарке, будет оставаться в этом кармашке. Конечно, и наружу часть сока тоже будет вытекать, но в основном он задержится в середине. При желании в этот кармашек можно положить кусочек замороженного сливочного масла. Формирую котлету и складываю на доску. Делаю остальные. У меня на канале есть замечательный рецепт рубленых куриных котлет по-албански. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. В начале ролика я говорила о том, что фарша готовлю много, так как часть котлет я буду замораживать. У меня вот такой алюминиевый поддон, в который я сейчас переложу часть котлет для заморозки. Когда мне понадобится, то я размораживаю полуфабрикаты в холодильнике, а затем готовлю, как и всегда. Накрываю его пищевой пленкой и отправляю в заморозку. Ставлю разогреваться растительное масло, обваливаю котлеты в муке и выкладываю в хорошо разогретую сковороду. Если хотите хрустящую корочку, то можно обвалять котлеты в панировочных сухарях. А можно просто обжарить их без панировки. Делайте, как вам нравится. Обжариваю на большой мощности с двух сторон, чтобы соки запечатались внутри. Затем убавляю мощность плиты до среднего уровня и еще немного обжариваю котлеты. Котлеты довольно большие и внутри они еще не готовы. Есть несколько вариантов довести их до готовности. Можно уменьшить мощность плиты до минимума и протушить в сковороде под закрытой крышкой. Можно сложить в кастрюлю, добавить немного воды и поставить пропариться их на маленькой мощности минут 10-15. Я сегодня сделаю по-другому. Выложу обжаренные котлеты в жаропрочную емкость и поставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Котлеты протомятся, останутся сочными и вкусными. Готово! Вот что у меня сегодня получилось. Готовите любой гарнир на ваш вкус и наслаждайтесь. А вот и сок, который остается внутри котлеты. Так что попробуйте. Мои любимые рецепты блюд из фарша смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!